В Австралии кенгуру больше, чем людей. Такой тип, мы идем и их ищем. А вы что, за кенгуру идете? Надо смотреть, насколько они смогут на длинной дистанции этот тонус показывать, потому что это очень тяжело, они очень высокую планку уже показали. I don't understand. I need one this and one this. Поэтому я не сплю, надо еще не спать. Всем привет! Мы прибыли в Австралию, в страну кенгуру. Погода приятная, не сильно жарко, не холодно, идеально. Как ты пережил полет? Могло бы быть лучше, могло бы быть и хуже. Пойдет. Полет. Нормально, кстати. Поспал 10 часов во втором. Отель, да, нормально. Ничего необычного. Мельбурн пока вот не понимаю, но тут красиво. Гуляем, чистенько вроде более. Guys, don't you know where is kangaroos? Kangaroos? I think it's down Turkey. Пойдем. Там это где огромное поле для гольфа. Где Эммы были. А, да? Кенгуру были, но они спят, походу, их нет. А нахуй мы тогда идем сюда? Не Ты не мог сказать? Что-то не Да, сказал. такой тип, мы идем и их ищем. А вы что, за кенгуру идете? А я думал, мы смотрим. За ехидной мы сюда? Нет. Я еще за ехидной вот тут смотрю. Я бы с коалой взял. если что. Нет. О, вот это тебе пойдет, померяй. Ты, кстати, Петя реально на кенгуру похож немножко. Это какая-то клоунская. Не, вот это нормально, хорошая. Такую берем? Да. Я потом моей бабушке отдам, нормально. Ну мы зато над тобой поугараем, понял? На влоге потом нормально, понял, новые челам стикеры добавишь. Петя, мы с Женьком обсуждали, что ты как панамку надел, начал быстрее ходить, смотреть. У меня дебаф прошел от солнечного удара. Когда берешь мороженое в зоопарке, тебе как будто 10. Есть такое? Да. Can I get cheap cookie? Yeah, this one. Yes. Yeah, just one cup. Yes. Separate cup, Two scoop. I need. fresh Two. cup with separate cup or not? I don't understand. I need one this and one this. Together. One this and one this. Оценку по 10-бальной зоопарку. Ну, 7 из-за того, что там самые интересные типы спали. В Австралии кенгуру больше, чем людей. Ну, наверное, фейк. Не. Реально это больше? Факт. Реально? В два раза больше. А сколько людей всего? Людей 28 миллионов, а кенгуру Где они? около Все, они 50. пасутся там, дикие, что ли? Люди? Нет, Да. кенгуру. Ну да. В Австралии живут самые ядовитые пауки на планете. Бля, ну это вопрос с подвохом, как будто. Почему? Мне хочется сказать да, но мне кажется, это фейк. Ну вопрос. говори как Ну, сердце. наверное, фейк. Нет, это факт. Доверяй себе. Столица Австралии Сидней. Нет. А какая столица? Канберра, по-моему, нет? Правильно, хорош. В Австралии не бывает снега. Скажу, что не бывает. Бывает снег в 3 штатах. В Виктории, кстати, где мы сейчас находимся, тоже бывает. В Австралии есть озеро розового цвета. Нефорское озеро, так называемое. Пусть будет факт. Правильно, Петя. Где мы находимся? Я не знаю. Короче, для туристов неудачный мы период выбрали для приезда в Австралию, потому что здесь пасхальная неделя, и там большинство заведений, всяких музеев и вот этих развлекательных штук закрыты. Поэтому мы просто прогулялись, в зоопарк сходили, кенгуру не посмотрели и проехались до...
Пофиг, пойду, бля, ММ до, бля, покраснения хуярит. Ну вот Паша не выдержал. Паша, как я понял, спать пошел. Ехать спать по-любому лечь часов до 2-3. А я старался, я не заснул. Да? Да, я пытался поспать хотя бы, блядь, 1,5 часика, 2. Это изначально мой план был, я просто не смог. В ТЦ съездил, шопился уже. Так это ж когда, блядь? Что купил? Так ты после ТЦ ж мог лечь. Не, я после ТЦ приехал и поехал гулять заново. Ездил или ходил? Я туда съездил. Да там много ТЦ просто, понял, Жень? Там еще и на улице дохуя магазин. Там получается, вот. И все. Собрал ебанутый лук. Какие твои первые впечатления об Австралии? Вот ты погулял. Красиво очень. Ебанутая погода, приятный ветер, то есть жарко, пиздец, если честно. Но вот когда ветер дует, охуенно, в темке тоже охуенно. Почему ты не спишь до сих пор? Сколько время? Почти 9 по местному. Поэтому и не сплю, надо еще не спать. Во сколько тебе лечь, ты думаешь, чтобы нормально проснуться завтра? В 11-12, по идее, надо лечь. И ты проснешься в 5 утра тогда? По теории Евгения? Нелогично. В чем? А каждого человека индивидуально это. Паша, как оценишь прошедшие, можно сказать, квалы на мажор? Очередные сложные квалы в интернете. Они всегда тяжелые, когда ответственные такие матчи бывают не на лане. И это всегда сложно. Еще есть дополнительный фон, что тебя всегда могут нечестно победить. Ну и в целом это всегда тяжело. Когда тем более там еще и не 8 слотов, а 6. Ну, получается, Бэтбум, Бейт, ну вот Астралис, Геймер, Лион не прошли. То есть хайсиды, ну просто не попали на мажор. Вот тебе, вот как, как тебе самому вот такой формат? Нормально. Героик прошли. Ну вот и в этом-то вся и загадка, что условно непонятно, абсолютно ничего не стоит. То есть на кону огромные деньги и тем более не прям большие организации, но они могут на любые на самом деле махинации пойти, поэтому уже было куча всяких скандалов с этими даже квалами, то что в РС очень замкнутая система, из-за этого малое количество инвайтов достается ниже, и поэтому единственный шанс расти в РС рейтингах это только квалы, потому что рейтинговых турниров достаточно мало, и еще сильнее, то есть получается эта удавка сжимается, и поэтому представь, вот ты вот сидишь и ты понимаешь, что ты один слот, 150 команд, ну и единственный твой шанс, чтобы твоя организация, типа, или твой состав, неважно тому, какие мотивы росли, надо выиграть. Выиграть это всегда очень тяжело, потому что тебе нужно постоянно выигрывать в рамках одного турнира, там 100 раз надо выиграть. И это всегда очень тяжело, и поэтому это всегда очень тяжелые турниры, и помимо того, что даже в целом ты можешь там не с лучшей подготовкой подойти, еще с чем-то, и всегда есть вот этот самый страшный фон, что как только начинается какая-то странная игра, ты начинаешь сразу думать, что опускать руки, типа, то, что у него монитор и еще планшет рядом. Да. Ты думаешь, ну ладно. Окей. Как оценишь нашу сетку на этом турнире? В целом, здесь еще более-менее, потому что, так всегда может быть, что у тебя топ-1, топ-2 сида может быть в группе. Тут, слава богу, что и не топ-1, и не топ-2, и не топ-3, как говорится. Что, понятно, что для того, чтобы выходить и выигрывать трофеи, нужно выигрывать всех, но все равно достаточно конкурентная. Там, условно, у нас была группа на Бласте, у нас были Маус, Spirit Vitality. Но это нечестно, потому что заведомо сразу же у тебя 3 сида, и как бы, грубо говоря, они могли, если были бы в другой группе, например, Spirit, то они там бы поборолись за сид, и, соответственно, здесь бы получила еще дополнительная команда какой-то, не то чтобы шанс, условно, закономерную какую-то возможность. А так получается, что у тебя 3 сида просто 3 слота забирают. Как бы, это просто странно, потому что другая группа там топ-4, это хайсид. Это просто странно. Вот, а здесь, условно, есть Vitality, и все, в целом. Как бы из, грубо говоря, каких-то фаворитов, да, сейчас безоговорочных. Поэтому, в целом, нормальная сетка. Нормальная группа. Но Vitality в очень хорошей форме. Надо смотреть, насколько они смогут на длинной дистанции этот тонус показывать, потому что это очень тяжело. Они очень высокую планку уже показали.
Но ничего не предвещает того, что у них начнется какой-то спад, если честно, потому что, ну, это очень хороший сбалансированный состав у них получился, и поэтому, конечно, надо, да, обыгрывать их в плей-оффе и забирать у них деньги от ESL Grand Slam, я в целом согласен. Поддерживаешь? Поддерживаю твои ожидания. Целом выполнять, как говорится. Будем стремиться выполнять. Какое на завтра расписание? Проснуться, улыбнуться, поехать на медиа. Потом можно перестать улыбаться и начать готовиться к игре. Лечь спать. Мы фейсит идем? Фейсит сейчас пойдем. Ну вот и закончился наш день. Проходок, запарков, гулянок, пляжей. Бля, копчик болит до сих пор. После перелета? Да, жестко. Я сейчас сел на эту хуйню, мне там копчик болит. Надо массаж? Ну, чтобы этот седалищный нерв промяли. Всем пока, ребята. Меня ждет незабываемая ночь. Я убьюсь в постель и буду очень счастливо спать. Через часа 2-3.